Привет, друзья! Вы просили, и я это сделал. После выхода видео о зимнем хранении электроскутера Citycock BR4000 Fast на улице в сугробе, ссылка появилась здесь, в комментариях вы просили показать, что с ним произойдет не только снаружи, но и внутри. Да если честно, мне и самому интересно. Но это еще не все. В этом видео я расскажу о правилах регистрации в розыгрыше электроскутера стоимостью более 100 тысяч рублей от компании Skyboard, который пройдет уже совсем скоро в прямом эфире на этом канале 9 мая 2021 года. Розыгрыши электроскутеров теперь будут проводиться каждый месяц на протяжении всего 2021 года. Так что подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы увеличить свои шансы и выиграть один из электроскутеров VIP-класса от компании Skyboard. С вами Роман, испытатель электротранспорта, и мы начинаем! Сейчас сразу немножко пафоса прям придадим, вскроем его красиво, распечатаем. Да ладно, шучу, конечно, я уже на нем катался, вы это видели, я его брал на раскадровки такие, чтобы подснять там с ведущим вступление по аккумуляторам. Витрина какой. В общем, что могу сказать, тут по ржавчине в любом случае, да, то есть вот есть ржавые места на чехле. То есть чехол внешний, который его защищал, у него вот здесь вот есть две такие штуки металлические, они проржавели. Сейчас я вскрою, покажу более детально, где там что еще, какие места я уже видел. Так, вскрываем, значит, отстегиваем, смотрим. Ну, давайте посмотрим с внешней стороны. Так. Значит, есть коррозия на передней вилке, вот в этой части. То есть, ну, снега тут было, помните, прям вот так вот. Все вот эти приемники, они были практически засыпаны. А кто-то написал в комментариях то, что люди на обочину просто скидывают снег. Вы представляете, вот эту всю площадь, вот оттуда с обочины закидают, и там дорога гораздо меньше, нежели чем здесь обочина. Столько снега бы не хватило. Нет, было все завалено в Москве на самом деле. Ну, москвичи знают, в общем. Кто не знает, кто думает, что я шучу, и действительно столько снега намело, ну, пусть гуглит, в общем, смотрит новости, что было. Так, смотрим дальше. Значит, коррозию обнаружили здесь, на передней вилке мотоциклетной. Колесо. Ну, колесо, в общем-то, в порядке. Ржавчины нет никакой. Это круто. Идем дальше. По раме. ВИН номер. Ну, есть немножко, конечно. Опять-таки, да, здесь был снег. Рама с этой стороны, снизу. Так. Ну, вот тоже какие-то такие местечки. Есть немножко. Так. Здесь у нас места сварки. Есть ржавчина. Не без этого. Логично. Так, вот это я заливал антикоррозийкой. Это было дело. В общем, ржавчина все равно есть. Я его почищу еще, ребят, этот шов. Посмотрим на него более детально, что с ним произошло, когда доеду. Так. Ну и здесь тоже небольшие потеки, немного ржавчины. В принципе, все логично. Мотор-колесо. Так, ну вот на самом мотор-колесе я каких-то коррозийных мест особо не вижу. Так что вскроем еще, посмотрим, что там внутри. Как вы просили в комментариях к ролику. Посмотреть, что внутри мотор-колеса. В общем, вот такой вот внешний вид. Я его не мыл, сразу говорю. Потому что мыть электроскутер перед домом у подъезда — это целый геморрой. Я не ездил на мойку. Вот единственное, что я делал, вот даже видите потеки. Это я капал антикоррозийкой вот в эти места. Вот, но мы их еще зачистим, посмотрим, что там и как. А так, в общем-то, в принципе, все. Честно говоря, меня удовлетворило вполне хранение его. Даже на улице, даже то, что он стоял в снегу. Я не подкачивал колеса. Они как есть, так и есть. В общем, морозы были до минус 20-25. Так что как-то так. Поедем сейчас на дальняк. Да, заранее говорю, естественно, я на нем уже успел покататься немножко. Покатался до башен Федерации, тут рядышком с своим домом.
до Москва-Сити, так сказать, чтобы подснять для вас красивые кадры по аккумуляторам, вступление ведущего. Так что едем, друзья. Для разбора электроскутера Ситикока BR4000 Fast я поеду через всю Москву к своим друзьям в магазин и мастерскую электротранспорта «Электроеж». Для тех, кто не знает, необходимо пояснить. Парни занимаются электрификацией, то есть переделкой из бензинового в электрический, от мотоциклов и квадроциклов до багги и снегоходов. Кому интересно, залетайте на их канал, я там тоже рассказываю и показываю много интересного. Садовое некоммерческое товарищество «Возрождение», владение 14. Едем сюда. Едем, ну, практически через всю Москву. В общем, поехали. 43 километра показывает. Ну, где-то 45. Погнали. Сейчас будем его разбирать, смотреть мотор-колесо, вскроем деку, посмотрим контроллеры. Здесь, во, какая вещь стоит, просто бомбическая. Это снегоход, переделанный из бензинового в электро. Уже ездит, уже все электрически полностью. Аккум стоит, электродвигатель. Сейчас звезды, ребята, поменяю, чтобы он пошустрее был. Вот эта штуковина стояла. Будет стоять вот это. По размеру сейчас они посмотрят, подберут, потом закалят. Будут две звезды, скорее всего, равнозначные, чтобы он был побыстрее. Ладно, в общем, Саня пока там ходит. Я тут начну сейчас для вас разбирать скутер Skyboard Ситикока BR4000 Fast. Погнали, вскроем деку, посмотрим мотор-колесо. Вот здесь еще представляется дополнительно. То есть кабель для подключения, провода. То есть они стоят здесь и здесь. Сейчас они делают, даже есть 3 аккумулятора. То есть здесь в ряд 2 и здесь еще один ложится. Ну, люди просят как можно больше вариант для дальности поездки. Почему бы не сделать? Кстати, по-моему, только Skyboard и делает те аккумуляторы, больше нигде не видно на компании, чтобы 3 ставили. Слушай, ты можешь, вообще, ты просто можешь нарастить аккум в бешеных пропорциях. Для тебя это проблем не составит. Можно прицеп сзади сделать аккумулятор. Ну, тут же видишь разница, то есть это серийное производство, а ты здесь своими руками, конечно, ты, ну да, эксклюзив. Кастом, можно сказать так. Начнем с осмотра центральной части. Внутри видны потеки слива грязной воды и коррозии. От ржавчины мы, возможно, избавимся после полного осмотра и проверки технического состояния. Открываем контроллер, находящийся под сиденьем. По внешней оценке все просто отлично. Под контроллером видны потеки, оставшиеся еще с прошлого года, когда я заливал электроскутер ведрами, чтобы проверить уровень влагозащиты. Данное видеоиспытание вы можете посмотреть по ссылке, которая выскочила в верхнем углу экрана. Установлен 70-амперный контроллер на 60 вольт. Мощность заявлена 3950 ватт. По факту контроллер способен выдать и больше. Если умножить 70 на 60, то максимальная мощность может достигать 4200 ватт. Производитель заявляет о использовании внутренней проводки из материалов, соответствующих евростандарту. Давайте проверим. Соединительные фишки внутри, а также провода, несмотря на уличное хранение, даже не окислились. Изоляция не крошится и не имеет каких бы то ни было трещин или явных мест затвердения. Гибкость проводов, как в новом электроскутере. Похоже, производитель не обманул, внутренняя проводка действительно хорошего качества. За проводку в районе контроллера тоже смело можно поставить 9 баллов из 10. 9, потому что, на мой взгляд, можно было убрать их в какой-нибудь кожух или на крайняк притянуть стяжками. Я не придираюсь, просто реально оцениваю ситуацию. Снимаем крыло. И здесь дополнительный плюс заводу за фиксацию проводов на стяжке. Они не болтаются, ни за что не цепляются и находятся в открытом доступе, что делает электроскутер легким в обслуживании.
Ослабляем крепление мотор-колеса на оси и отключаем проводку. Здесь хочется обратить внимание на соединение силовых кабелей. Реально очень достойно. Соединение с контроллером происходит через специальную кассету с кольцевыми клеммами. Далее снимаем само колесо и тормозной суппорт. Тащим колесо на разбор. Снимаем тормозной диск и выкручиваем болты по периметру крышки. Болты, кстати, с фиксатором резьбы, так что они не раскрутятся со временем от вибрации во время поездок. Как говорится, мелочь, но согласитесь, приятно, когда все продумано по максималке. Что это такое? Я задался тем же вопросом, когда Саня достал эту штуковину. Оказалось, нехитрое устройство для съема крышки мотор-колеса, сваренное им самостоятельно. Детально показывать не буду, все же это строго засекреченный авторский проект. Прекрасно. Даже покажи им, что герметиком тут спарили все. Да, прогермечено было хорошо. И мы срывали сколько. Даже ничего страшного, без герметика посадишь, он тут есть. Так что ты не паникуй. Тут слой такой лежит, это пиздец. Самое главное, что я его не свез, вот в чем дело. Что дальше делаем? 2018 год. Я вроде не вижу здесь никакой коррозии, то есть там после стояния в сугробе. В принципе, смотри, вода сюда не попала, тут бы коррозия один бы фиг мы увидели. Вот даже вот они, эти плиты. Металл, видишь, оно чуть-чуть что-то есть, но это на заводе еще с новя. Все тут нормально. Вообще в сугробе стоял. Ну, прям засыпан. По факту, единственное, что было обнаружено наподобие коррозии, так это ее следы на статоре мотор-колеса. Учитывая абсолютную чистоту магнитов и обнаружив дату выпуска мотора на внутренней стороне, можно сделать вывод, что статор уже был в таком состоянии на момент производства, или же это обычный конденсат, который образовался внутри после сборки и герметизации в китайском климате с повышенной влажностью. В общем и целом, как бы то ни было, следы проникновения влаги внутрь отсутствуют вовсе, и за это реально 10 из 10 по мотор-колесу после зимовки в сугробе. Пальцы лучше сюда не совать. Просто может бамнуть туда, вот смотри, видишь? Я пока не делал, видишь, он сам здесь это сделал. В принципе, вот он все встал. А теперь перенесемся во времени на 2 недели ранее и разберем аккумулятор от данной модели электроскутера Skyboard Citycoca BR4000 Fast. Разбор и замер емкости я производил в другой мастерской сразу нескольких аккумуляторов от разных моделей. В том числе прихватил с собой и этот на 60 вольт 40 ампер-часов от Citycoca мощностью почти 4000 ватт. Дата сборки, судя по маркировке, август 2020 года. На батарее имеется 2 разъема питания. С фронтальной стороны на разряд и подключение к электроскутеру. С торца разъем питания от обычной домашней сети на 220 вольт. В дополнение имеется дополнительный тумблер отключения питания и замок блокировки во время установки в батарейный отсек электромопеда. Для вскрытия необходимо выкрутить все болты по периметру основного бокса. Силовые кабели подключены при помощи фишек. И вот еще один хороший бонус. Помните, я говорил про приятные мелочи? На заряд батареи в изоляционной ячейке установлен 15-амперный предохранитель. И это еще не все. На разряд батареи в термоусадке спрятался еще один предохранитель, но уже на 80 ампер. Подобную защиту я вижу впервые. Просто прекрасно. На внешней оболочке основного блока питания целая куча наклеек, наверное, очень нужных для подтверждения сертификации и понимания происхождения. Я, извините, не китаец, я не понимаю. Вклеен блок питания настолько надежно, что я уже было решил схватиться за циркулярку, но все же я смог победить при помощи лапок. И по итогу был очень удивлен, когда увидел, как он был там зафиксирован. Минимум чудо клея на таком же количестве чудо-проставок. Основной блок элементов питания изолирован при помощи довольно толстой термоусадки, а в качестве жесткой основы использован текстолит желтого цвета. Честно, я думал, что внутри установлены элементы 18650, но как же я ошибался. Выход силовых проводов загермечен наглухо, так что, думаю, аккумулятор легко переживет непродолжительное погружение в воду до 1 метра. Сильное заявление.
Проверять я его, конечно, не буду. По итогу система питания оказалась собрана на основе элементов 26650 с емкостью 5000 мАч на каждую банку. И если я правильно понимаю маркировку, элементы 2019 года выпуска, то есть им уже более 1,5 лет. Как это скажется на общей потере емкости, узнаем чуть позже при ее замере на разрядном тестере. Использованы специальные пластиковые проставки-холдеры, которые, кстати, ради экономии места не используются в бюджетных вариантах, но их наличие всегда влияет на продолжительность срока службы в лучшую сторону, исключая возможность смещения элементов от вибраций и других колебаний. Дополнительно батарея имеет изоляционный слой из специальной бумаги со всех сторон. Ее здесь, честно говоря, просто в избытке. Все провода надежно зафиксированы. Также имеются специальные проставки. Перейдем к разбору и внешнему осмотру БМС-платы. Снимаем теплоотводную панель. Прошу прощения, забыл показать. На самой панели осталась вся термосубстанция. Такая же, как была в предыдущем выпуске разбора аккумулятора. Видеовставка сейчас на экране. Сама плата, как всегда, выглядит на отлично. Мощные мосфеты, усиленные шины, балансировочные транзисторы, обеспечивающие ровный заряд на каждой ячейке, датчики температуры и даже клей на коннекторах, чтобы они случайно не выскочили от тряски во время поездки. Если верить маркировке на проводе, сборка произведена в 16 параллелей по 8 банок. Вскрывать, резать изоляционную бумагу не вижу смысла, так как сейчас мы в любом случае будем замерять общую емкость и реальное количество банок, а точнее их наличие, станет понятно по итогам замера. Разряд будем производить 10 амперами до нижнего порога в 49 вольт. Можно было бы и большим током, но у данного тестера 10 является максималкой. Через 7 минут 51 секунду инженер заметил нагревание проводов, так что было принято решение сменить кабель. Отдача на момент переподключения составила 1,3 ампер-часа. Спустя 4 часа 1 минуту и 35 секунд сработала защита БМС-платы. Как видите, вольтаж не опустился ниже отметки в 50 вольт. Емкость по итогу составляет 40,2 ампер-часа плюс 1,3 при первом подключении. По итогу 41,5 ампер-часа. Вот реальная емкость 60-вольтовой батареи электроскутера Citycoco BR4000 Fast от компании Skyboard. Даже больше, чем ожидалось, даже с учетом использованных элементов 1,5-годовалой давности. На мой взгляд, все реально круто, но не будем забывать о ржавчине. Я обработал места коррозии первым попавшимся под руку преобразователем ржавчины, и давайте посмотрим, что у меня получилось. Слева то, что было, справа итог. Не все гладко, и поэтому не повторяйте моих ошибок. Хранить электроскутер в сугробе на улице не самая лучшая затея. Однако есть и позитивные новости. Производитель заявляет, что следующая партия электроскутеров Citycoco, которая уже подготовлена к отправке в Россию, будет иметь антикоррозийное покрытие. А теперь условия участия в розыгрыше электроскутера Citycoco стоимостью более 100 тысяч рублей, который пройдет на этом канале среди подписчиков 9 мая 2021 года в 18:00 в прямом эфире. Правила для участия. Первое. Подписаться или быть подписанным на канал электроскутеры Skyboard. Второе. Сделать репост этого видео во ВКонтакте или Фейсбуке с подписью «Участвую в розыгрыше электроскутера стоимостью более 100 тысяч рублей от компании Skyboard в День Победы 9 мая 2021 года». Третье. Оставить комментарий в свободной форме под этим видео с указанием ссылки на репост во ВКонтакте или Фейсбуке. Четвертое. YouTube-аккаунт, ВК и Facebook должны быть открытыми для возможности проверки выполненных условий. Несоблюдение данных условий дает право перерозыгрыша среди более добросовестных участников сразу после проверки в прямом эфире. Розыгрыш пройдет в прямом эфире при помощи рандомайзера Lizzo On Air 9 мая 2021 года в 18:00 по московскому времени. Опоздавшие с регистрацией к участию не допускаются. Если в комментариях будут обнаружены одинаковые ссылки на один и тот же аккаунт, создание большого количества аккаунтов на одного человека, спам или другого рода неправомерные попытки увеличить свои шансы на победу, аккаунт будет внесен в черный список навсегда и исключен из участия во всех розыгрышах на канале. Если вы заметили подозрительную активность, пишите об этом, не стесняясь, прямо в комментариях. Компания Skyboard примет все необходимые меры и разберется в ситуации. С вами был Роман, испытатель электротранспорта, электроскутер Citycoco Skyboard BR4000 Fast после зимнего хранения от компании Skyboard.
Вы самые классные! Жмите на колокольчик и следите за новостями. Впереди, как всегда, очень много интересного. До новых встреч на просторах Ютуба!